Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко, и в этом видео я предлагаю разобрать такой термин, как «Золотая Орда». Дело в том, что термин действительно очень важный. В нашей истории он обозначает определенное государство, и определенных его представителей. На самом деле современный человек совершенно не понимает, почему Орда золотая. И причем здесь история именно славянского народа, потому что в современном мире показывает вот эту толпу бомжей с палками и говорят, вот, они владели всем миром. Это было государство Золотой Орды. На самом деле это, конечно, не так. Термин очень простой, понятный и очень важный. Почему? Потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Но для того, чтобы не потерять информацию, рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылка, как всегда, на главной странице канала справа вверху. Потому что в телеграме нет такой цензуры и сохранены даже те видео, которых нет на YouTube-канале. Были раньше YouTube удалены. Вы знаете, происходит множество чудес. YouTube-каналы часто пропадают. Telegram же остается незыблемым. Там есть информация намного больше, чем в YouTube. Давайте для начала разберемся с термином Орда, чтобы понять, почему она золотая. И начнем с былин. С былин, когда встречается Святогор, былинный богатырь, и Илье Муромцу. И вот он ему и говорит. Ты скажи, удалой добрый молодец, ты какой земли, да ты какой Орды, если ты богатырь святорусский. Оказывается, именно если ты богатырь святорусский, то ты должен принадлежать какой-то Орде. Но ведь Орда это что-то чужое, не наше, непонятно откуда взявшееся, как утверждают современные историки. На самом деле все это четко, понятно и ясно. Это полностью славянский термин, который каждый из вас знает, но сегодня путается в трех соснах. А в чем же суть? Суть в том, что Орда это слово род. Да, вот этот символ рода, где Р и Д. Это записано в букву О, потому что действительно у славян было единобожие. И единый бог славян – это род. Все остальные боги – это проявление бога рода. Опять же, славяне – это ближайший духовный мир. И славяне несут в материальный мир именно женскую и мужскую энергию. Я и инь. Поэтому славящие янь и инь принесли сюда эту энергию. Поэтому это символ, именно род, причем род славянский. Поэтому, когда мы спрашиваем, а что же это за символ Орда, почему богатырь святорусский должен принадлежать какой-то Орде, потому что Орда это как бы есть защитник рода. То есть буква О это солнце, которое мы видим. Это можно понять, когда мы смотрим образы буквицы. То есть нечто сущее не нашего внутреннего мира. То есть то, что мы видим, а мы видим солнце. То есть прообраз, связь с предками. То есть буква О это солнце. Вот почему Орда, потому что мы приходим с солнца, наши души, и воплощаемся в этом мире. А буква А, если со словом род вроде бы уже все понятно, наконец-то его можно узнать, то буква А это как раз фиксация движения солнца на земле при помощи обычной палочки. Поэтому это все есть первоисточник всех алфавитов, азбук, потому что, опять же, как движется солнце по небосводу, также можно зафиксировать движение солнца по земле. Поэтому Орда очень известный термин, сегодняшнему человеку непонимаемый. Опять же, это источник, начало изначально, только на земле. А Ас это бог, живущий на земле. Действительно, который все это понимает, знает азы. Поэтому, когда все это вместе состыковать, получается Орда – это воинское формирование защитников рода на земле и в воздухе, или в космосе, в воде и так далее, в любой другой среде. Опять же, когда мы понимаем, что это такое, мы переходим к вопросу, почему Орда-то золотая. И смотрим на вооружение воинов Золотой Орды, 14 век. Это уже, опять же, не фантазии. Это восстановлено по различным захоронениям, курганам, историческим сведениям, которые показывают, что это не было никакое стадо бомжей с палками-копалками. Это были действительно хорошо вооруженные, хорошо защищенные воины, которые имели огромное именно снаряжение. И главной силой Орды всегда были тяжелые конные воины, которые имели защиту и самой лошади, и самого воина, и их вооружение. Давайте посмотрим, чем же обладали кочевники.
которые все делали на заднице у лошади, потому что наука им ничего другого не разрешает. То есть у каждого кочевника был щит, копье, сабля, меч, топор, и причем копье не одно, еще лук, стрелы, огромное количество наконечников. То есть, когда мы на это видим, мы понимаем, что для того, чтобы это создать, нужно иметь целую горную промышленность. Нужно знать, где найти этот материал, как его переработать, как выплавить. И ни в какой кузнице кустарным методом это не получится. Это должны быть промышленные объемы. Потому что тебе нужно так одеть тысячи воинов. Не просто одного-двух, а тысячи. Для этого нужно иметь знания, умения. И никак на задницу лошади это не получится сделать. А теперь давайте посмотрим на русских воинов. И вот чудо, мы видим панцирь чешуйчатый, 11 век, доспех 13-14 века, так и все они позолоченные, потому что для того, чтобы эти доспехи, во-первых, дольше прослужили, не было коррозии, а во-вторых, если вы атакуете неприятеля, то от вас может отражаться солнце от ваших доспехов и слепить врага. Это еще одна функция позолоченных доспехов. То есть русские воины носили чешуйчатые, позолоченные доспехи, придуманные скифами. Вот же в чем суть. Вот почему этот термин просто уничтожен. Вы не понимаете, почему орда-то золотая, как бомжи могут быть золотыми. Потому что награбили золото и куда они попрятали? В карманы к лошадям? А оказывается нет. Золотая орда – это защитники рода. Так и не просто защитники рода, но одетые в скифские чешуйчатые доспехи. Поэтому доспехи эти изобретены скифами, об этом прекрасно известно науке. Вот так и выглядит огромное количество русских воинов, собранных вместе. И поэтому теперь вы начинаете понимать термин «золотой орды». Почему же орда все-таки золотая? На самом деле это очень хорошо показано в летописях. Вот, например, летопись перед Куликовской битвой. Когда мы видим и слева, и справа одних и тех же воинов с одними и теми же стандартами, одетыми в одни и те же скифские доспехи, а стадо бомжей, придуманных так называемой наукой, сегодня их не существует. И никогда не существовало. Вот, например, начало Куликовской битвы. И слева, и справа те же самые флаги, стандартные, те же самые доспехи. Это тяжело вооруженные воины в доспехах. Причем, как вы понимаете, их огромное множество. Еще одна летопись, я показывал много раз, опять же, перед Куликовской битвой, слева и справа одни и те же доспехи, одни и те же стандарты, одни и те же люди. Но одеты они именно в скифские чешуйчатые доспехи. Почему скифские? Потому что наука сама признает, что изобретателями чешуйчатого доспеха, позолоченного, были скифы. Вот перед вами восстановленные скифские воины, потому что откапывают курганы, находят подобные вещи и понимают, что скифский тяжелый воин выглядел примерно вот так. То есть, когда... первое то, что они нашли, это примерно 7 век до нашей эры. И опять же, когда мы видим скифов в тяжелых, чешуйчатых доспехах, любой здравомыслящий человек скажет, как это можно сделать на заднице у лошади. Потому что наука утверждает, что и тартары, и скифы были кочевыми народами. И они непонятно куда пропали, между прочим, для науки. То есть, они кочевали, а вся вот эта вот величайшая, действительно, золотопромышленная культура, то есть, горнодобывающая, то есть, найти руду, ее переработать, одеть тысячи и тысячи воинов, причем еще нанести золотое покрытие на металл, где это выполнялось? Наука думала, говорит, знаете, наверное, греки это делали. Никакие греки это, понятно, не делали, это делали скифы, потому что, как я много раз говорил, скит – это защищенное поселение. Жители защищенного поселения – это скиф. Опять же, полное противоречие науке. Это я вам показываю как раз то, что найдено в курганах. Это скифские золотые войны, различные доспехи. И видно теперь, почему орда золотая. И с кем же связана эта орда? На самом деле орда – это как раз защитники рода, в том числе, в первую очередь, со скифских еще времен. Поэтому науке и пришлось потерять. То сначала скифов где-то потеряли, потом где-то тартар потеряли. Почему? Потому что если их не терять, то получается прямая связь со славянами и современными жителями как раз Евразии. Вот еще одни доспехи, культ оба, скифский царский курган. То есть это погребение в Крыму.
И там очень много было вещей, в том числе, где присутствует символика грифонов. Погребение 4 век до нашей эры в Крыму, где множество вот таких золотых доспехов чешуйчатых, придуманных скифами, которые наука это утверждает и знает, их найдены сотни, причем по всей Евразии. Но и символика скифов очень сильно распространена, именно грифоны у скифов. А если мы посмотрим, где же еще грифоны встречаются? Вот, например, на знамени Ивана Грозного, 1560 год. 2 грифончика. Может, их даже там и больше. Но что говорят нам наука? На знаменах делали всегда изображения священного содержания. И иных же изображений, которые мы назовем житейским, на знаменах не допускалось. Но а где же официальные данные? Почему у Ивана Грозного на знаменах присутствуют грифоны? И почему их также любили кто? Скифы, но и тартары. Опять же, вот изображение старого Петербурга. И на ней мы видим флаг. И этот флаг, почему-то он очень сильно похож на флаг Тартарии, на который изображен, о чудо, грифон. Тоже непонятно, откуда пришло, непонятно, куда пошло. Но существует множество изображений, которые это подтверждают. Ну, а для тех, кто скажет, ну, как можно связывать тартаров со скифами, ведь современная наука об этом ничего не знает, и говорит, те куда-то пропали, эти куда-то пропали, или вот это тартары, а вот это скифы. Дело в том, что есть множество западных энциклопедий, потому что современная наука все время старается подражать западной, ну, и там четко написано, вот, например, энциклопедия, вышедшая в 1928 году, испанская энциклопедия. На 790 странице мы читаем. На территории этой огромной страны жили тартары, кочевники грубые, стойкие и сдержанные, которые в древности назывались скифами. Еще одно подтверждение того, что скифы это те же самые тартары, ну или славяне. Дионисий Питавиус. Географическое описание мира к всемирной истории. 1659 год. Тартария, в древние времена известная как Скифия, по имени их первого правителя Скифа, которого сначала называли Магогус. Вот эти народы Гога и Магога. Вот Магог сын Яфета. Яфет это просто расширение. Потомки которого и заселили эту страну, называются своими обитателями монголами Тартарией по имени реки Тартар. Та, которая на Чукотке, кстати, была. Так вот, ее великий хан или император владеет многими царствами и провинциями, содержащими великое множество хороших городов. И оказывается, о чудо, скифы это те же самые тартары, и живут они в городах, а не в поле. Ничего не делая, притом имея огромный опыт именно в добыче, использовании рудных материалов. И действительно имеет великий опыт в кузнечном деле. Первым из великих ханов или императоров Тартарии был Чингис в 1162 году, который изменил имя Скифия на Тартарию. 5-й после него был Тамерлан или Тамир-хан. Зачем я читаю из этого описания? Да потому что, чтобы понимать, а куда делись скифы, а откуда взялись тартары. И оказывается, для того, чтобы понимать, кто такие были Тамерлан и Тамир-хан, вот, пожалуйста, вот Чингисхан и Тамерлан. Вот они, обычные скифы. Обычные славяне, либо обычные тартары, которые, опять же, жили в городах, вели свою культуру много-много тысяч лет. Ну, совершенно об этом сегодня все забыто. Опять же, кто это не видел, рекомендую, будут заставки к видео, и в описании под видео нажмите кнопочку «Еще», оно откроется, там будут многие материалы по этой теме. Что настоящие белые моголо-тартары – это те же самые скифы, которых почему-то наука, о чудо, забывает. Ну, еще раз вам покажу, как выглядели скифы, потому что действительно в курганах находят много золотых изделий, где представлены сами скифы. Почему? Потому что международная наука, так называемая, изначально пыталась натянуть скифов на чинайцев. Я говорила, ну, скифы это какие-то чинайцы, вот они откуда-то пришли, куда-то ушли, их нигде нет. А все артефакты, которые сами оставили скифы, показывают, что это обычные славяне, обычные белые люди. И это очень важно, потому что об этом сейчас просто запрещено говорить. Ну, в итоге скифов от чинайцев удалось отбить. И наука от них отстала. Перестала их называть чинайцами, но тартарцев продолжают называть чинайцами. Непонятно откуда взявшихся. Зачем мы это рассматриваем? Для того, чтобы понять, что Золотая Орда
действительно это высокий уровень переработки золота. Но в первую очередь это действительно армейское подразделение, которое защищает защитники рода, причем рода славянского. В прошлом называемого скифским, тартарским, а смысл от этого не меняется. Ну а какой был уровень этой Золотой Орды, можно посмотреть на вот этих вот серьгах, которые тоже были найдены в одном из курганов на окраине Феодосии, 4 век до нашей эры. Проблема в том, что они сделаны так, что современные ювелиры не смогли их повторить. Настолько была тонкая работа. Что делает так называемая наука? Говорит, ну вы знаете, вот эти все золотые изделия, огромное их количество, это все производили греки. Почему греки? Да потому что невозможно, что была высокоразвитая цивилизация на просторах Евразии. Нельзя это просто. А раз нельзя, то надо на кого-то назначать все это производство. На кого? На греков. Другой высокоразвитой цивилизации наука не придумала на тот момент. Поэтому говорят, это все делали греки. Правда, у греков самих такого нет. Ничего страшного, пускай будут делать они. Почему? Потому что тот, кто не знает своего прошлого, не имеет будущего. Поэтому и нужно его изучать, заниматься самообразованием. Будут интересные материалы. Переходите в Телеграме, напоминаю, их намного больше. Ссылка всегда на главной странице канала справа вверху. И помните, новая информация сразу не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки в описании под видео. Нажимайте кнопочку «Еще», она откроется. Также напоминаю, что у меня существует мой сайт, где я размещаю не просто информацию, те же мои статьи, в том числе и запрещенные на YouTube, но я открыл там и магазин. Магазин этот открыт для тех, кто хочет и может содействовать мне в моей же деятельности, для того, чтобы я свою деятельность продолжал. Но те, кто не может мне содействовать и опять же хочет это сделать сам или купить в другом месте, пожалуйста, но только перейдите в магазин и посмотрите, что должно быть у каждого человека. То есть у каждого человека должна быть не просто информация, например, о жизни, тот же славянский гороскоп, потому что там указано ваше предназначение на всю вашу жизнь. Если вы его не знаете, вы живете с широко закрытыми глазами. Но и то же самое, что, опять же, тот же Иван-чай. Это универсальная система снабжения организма витаминов. То есть царь всех растений. Иван-чай. Тот же ОП-метр, без которого нельзя понимать, какую жидкость ты потребляешь, какую еду ты потребляешь. Опять же, этот магазин открыт и для тех, кому нужна помощь, кому нужна поддержка. То есть в том числе и техническая. Кто хочет получить уже проверенные приборы, получить гарантию от продавца. И все это будет готово просто к использованию. Не общаться с товарищами китайцами, а общаться с живыми людьми, которые вам помогут всегда. Дадут гарантию, если надо, заменят, хотя эти приборы так отработаны, что поломок фактически не бывает. А генератор живой воды, опять же, чтобы вы понимали, там вам нужно следить только за тем, чтобы была обычная работа. То есть была платиновая пластина, которая работает от электричества. И все. Опять же, та же амарантовая мука, это цветок бессмертия. Где вы возьмете, не принципиально, он должен быть у вас. Потому что там все основные аминокислоты. Почему амарант? Это цветок бессмертия. Он называется, он не просто так. То есть вы его можете сами вырастить, найти в своей области, пойти тот же Иван-чай собрать сами себе. Но это должно быть у вас. Потому что без этого нормальная жизнь, функционирование человека невозможно. То есть иван-чай это витамины, амарант это аминокислоты, тоже активное железо. Это ваши кровяные тельца, ваши, опять же, стволовые клетки, которые помогут восстановить ваш организм. То есть все, что собрано у меня в магазине, как раз нужно каждому человеку. Где вы это возьмете, не принципиально. Принципиально о том, чтобы вы знали, понимали, как это работает, как это контролировать. И приходите те, кто хотят и могут содействовать мне в моей же деятельности, для того, чтобы я ее продолжал, для того, чтобы сохранялась гармония во Вселенной. То есть вы получаете полезную информацию от меня, и я получаю тоже полезное от вас.